Всем привет! Сегодня распакуем вот такую маленькую посылку. Заказывал с Алиэкспресс, приехала с деком. Доставлено в течение что-то дней 5 примерно, плюс-минус. Вот, так что сейчас распакуем, посмотрим, что у нас приехало. Вообще отзывы были неплохие. Это у нас тут Wi-Fi розетка. Так вот выглядит упаковка. Она на 16 ампер. Я надеюсь, что заявленные показания будут актуальны. Здесь у нас вот такая вот есть макулатурка. Все на английском. Это, я так понимаю, для приложения. И здесь что и как настраивать. В общем-то ничего здесь такого сверхъестественного нет. Обычная Wi-Fi розетка. Тут ее характеристики. Кнопка для настройки и включения. Сама вилка и розетка. Сейчас будем пробовать настраивать. Так, ребят, я в общем потестировал вот эту розетку, которую недавно покупал. Честно говоря, не засекал я, сколько я ее тестировал. Вот. Сейчас мы ее сравним. И у меня такой один большой довольно-таки минус по поводу нее. Вот, у меня есть вот такая Sonov. Вот, единственный здесь минус, это он, не меряет ватты. В общем-то, нельзя отследить, да, сколько он там ватт потребляет то или иное устройство. Вот, поэтому приходится использовать ваттметр. На этой розетке есть ваттметр, но, к сожалению, у нее есть другой минус, довольно-таки существенный. Сейчас я вам покажу приложуху. В общем, вот приложение. Вот это у меня сама розетка. Зелененьким она отсвечена, то есть она сейчас работает. Вот здесь ее настройки, можно таймер поставить, какой-то секундомер типа, можно отсчет поставить, да, чтобы она отключалась там или включалась. И вот здесь электричество она меряет. То есть сейчас подключено вот 561 меряет, а на ваттметре 560-564, вот так вот как-то бегает. Вот, но немножко разнится, но в принципе как бы все сходится с ваттметром, который непосредственно вне розетки. Вот здесь можно вот так отследить, то есть когда, сколько, чего подключалось, когда не работало, когда работало. В общем-то историю можно посмотреть. Вот это единственный плюс, как по мне, этой розетки. Так, в принципе, они все одинаковые. Регистрироваться здесь ничего сложного. Тут просто почту, телефон, по геолокации она найдет вас. Вот. И здесь вот можно управлять домом. В общем-то, как и все розетки. Просто по почте регистрируйтесь, подрубайтесь к Wi-Fi, и все, она работает. Так, теперь по минусу. По минусу этой розетки это то, что если, например, свет выключили, да, то, собственно, эта розетка, она больше не включится. Вот это вот Sonov, которая не меряет ваттметр, она сама включится, ее потом можно включить просто с телефона. А вот это, ее нужно на кнопочку нажать, на боковую. Вот, сейчас я это попробую вам продемонстрировать. То есть вот положим телефон, да, рядом, и вот как будто у нас отключили свет. То есть отрубился у нас этот пилот, все погасло. Сейчас свет дали. Этот Sonov включился, то есть все заработало. Сейчас я вам продемонстрирую. Сейчас подгрузится. Вот Sonov, пожалуйста, работает. Все. Это работает. Вот ее можно выключить, включить. Но вот эта розетка, она в офлайне.
что здесь, где-то сейчас я вам покажу, вот эта кнопка, вот она, видите, не горит. Вот, и я что-то не нашел решения, чтобы она сама как-то включалась при подаче электричества. Вот ее приходится всегда нажимать. Вот ее нажали. Все, электричество поступило. Непосредственно здесь в приложении она тоже загорелась зеленым. То есть вот такой вот косяк. Если, например, у вас пилот стоит непосредственно, ну, с защитой какой-то, да, если он отрубился и врубился, например, да, то эта розетка, она уже не будет как бы работать. Вот. Поэтому вот так вот. Вот такой вот косяк у этой розетки. Вот. То, что она меряет, это, конечно, хорошо, что отследить можно, сколько потребления и так далее. Кстати, она не греется, вот она неделю стоит. Вот, и я каждый день проверяю, она не греется, то есть работает нормально. Но вот это вот то, что если пропадает электричество, она сама не включается, это, конечно, косяк. Санов сам врубается, но единственное, нет у него измерений. Вот. Поэтому для меня эта розетка не подходит, я ее буду где-то в другом месте применять. Которые приборы мне нужно, чтобы они включались при подаче электричества, да. Вот, и, собственно, я буду смотреть другие варианты. Вот. Собственно, это единственный минус, что я нашел у этой розетки Wi-Fi-ской. Вот. Поэтому вот так вот. На этом все. Всем спасибо, кто смотрел. Всем пока. Ссылку оставлю, если надо. Кому надо, посмотрите, почитайте.